Грандиозный топ сертифицированных ТВ-боксов, и тут вот он на лето 2026 года, наверное, уже и на осень будет, потому что новенького пока ничего не предвидится. И почему сертифицированные? Да потому что после моего видео о том, что на кастомных прошивках ТВ-боксы могут быть легко заражены различными ботнетами и вирусами, у меня поступило очень много запросов, типа с ними какие нельзя заразить. Да вот сертификаты и нельзя заразить, хотя ограничения у сертификатов по установке АПК нет, и почему люди так к ним относятся, никто не знает. Но тут вопрос в другом. У сертификатов всегда есть преимущество. У них DDR4 память. Да, сертификация сейчас дается, если минимально стоит DDR4 память, и DDR3 сейчас ставить в сертификаты нельзя. Поэтому это прям большое преимущество для Matrix, если вы понимаете, о чем я говорю. И, конечно же, для быстродействия системы в целом. Поэтому топ сертифицированных ТВ-боксов на 2026 год. На лето-осень на канале Технозон. Ссылки все в описании под видео. Поехали. Главная страничка моего канала. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Хочу напомнить, что проверенные, скажем так, стриминговые сервисы Украины у нас есть на tvtechnozon.com.ua. Ссылки на которые есть тоже в описании под видео. Дешевле, чем на самих стриминговых сервисах. Ну и хочу вам немножко заанонсировать модификатор Технозон для ТВ-боксов Nexon X11. Вот такого вот красавчика, продается в Украине у нас, и он конкретно рассчитан именно на этот ТВ-бокс. Здесь очень много плюшек мы сделали, мы туда и голосовой поиск Стефанию добавили, и проработали все варианты практически, которые смогли найти, отрицательные, и исправили в самой прошивке. Модификатор редактирует и модифицирует саму прошивку прямо на ТВ-боксе. Рекомендую. Вообще у нас сложилось таким образом складывается таким образом обзор, что мы будем делать по конгломератам процессоров. И процессоров будет 5. Поэтому топ процессоров для сертифицированных ТВ-боксов у нас пойдет в следующем. От iMlogic S905X5M. И мы начинаем конкретно с него. Здесь у нас представлены на текущий момент 3 ТВ-бокса, вернее 2 ТВ-бокса, 1 ТВ-стик. Конечно же, Xiaomi TV-бокс 3 ревизии, он бескомпромиссный лидер в этом конгломерате процессорном, потому что за $78 он предлагает нам iMlogic S905X5M полноценный с частотой 2,5 ГГц, предлагает AISR, а это технология улучшения изображения с помощью искусственного интеллекта, делает его четче, например, в низкобитрейтные каналы, низкобитрейтные видео будут на нем смотреться гораздо лучше. Неплохой Wi-Fi и, конечно же, оригинальный Google TV 14, который, откровенно говоря, нельзя заразить, с формулой памяти 2/32, что в принципе хорошо что, в принципе, абсолютно стандартная норма для сертифицированных ТВ-боксов такого уровня. А есть его, скажем так, конкурент-брат-близнец от Mikul, Mion 1. Но дело в том, что мне он стал непонятен. $115, AISR работает криво. Кстати, эти ТВ-боксы на iMlogic S905X5M имеют и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Это очень немаловажный аспект. И HDR 10+. Они такой, знаете, намек на универсальность. Но Mion 1, несмотря на то, что он дороже, имеет всего лишь там один дополнительный порт, но при этом не имеет никаких преимуществ перед Xiaomi Mi Box. Он имеет ту же самую формулу памяти 2/32. Да, у него есть LAN RJ45. И, кстати, про который мы говорили в нашем обзоре, но он 100 мегабитный. Неплохой Wi-Fi, но опять же, от Mikul я не ожидаю особых чудес. А Mi Box обновляет свои ТВ-боксы годами. Кстати, хочу вам сделать небольшую ремарочку. Дело в том, что многие считают, что обновление на сертификаты на ТВ-боксы должно выходить там раз в 2 месяца. Но не так делается. Только approve прошивки от Google занимает от 9 до 12 месяцев. То есть собираются баги, потом готовится новая прошивка, потом она подается на сертификацию, и 9-12 месяцев она утверждается, только потом выходит обновление. Но, чтобы вы понимали, Mi Box 3, не 3 ревизия, а Mi Box 3, который вот еще древний, он получил 3 шага андроида. То есть я его покупал на андроиде 6, потом был 7. Ну, 7 он был не в полном релизе, а в бете, а потом 8.1. Он у меня на 8.1 остановился. А Mi Box 2 ревизии был 8.1, потом 9, и сейчас он на 14 есть. Ну, извините меня, это уже достаточно серьезно. Да, там, кстати, еще 11 был. Так что там все в порядке. Mion я не рекомендую брать. Сильно большой разницы вы, кроме порта LAN RJ45, не найдете. И, конечно же, Xiaomi TV Stick 2
первой ревизии, неплох, но это стик со всеми вытекающими отсюда, скажем так, последствиями, при том, что у него память 2/8. Но опять же, Dolby Vision, фирменный Xiaomi стик на том же iMlogic S905X5M с ускорителем Mali G310. Очень даже рекомендую. Хорошие ТВ-боксы, но формулы памяти в этом конгломерате достаточно слабые. Но не слабые, они стандартные. Давайте начнем так. А вот в конгломерате, например, Logic S905X4, который я тоже рекомендую на текущий момент к покупке, они будут актуальны, ну, как минимум 2-3 года, это точно. У нас начинается конкретно с Rocktech G2. Вы видите, сразу два сайта есть. У нас он на Алиэкспрессе $147. Для жителей Украины есть на technozone.com.ua. У нас есть версии 4/32 и 4/64, на Алиэкспрессе 4/64 за $147. Дело в том, что мы предлагаем где хотите, там и берите, но ссылки, опять же, на проверенных продавцов и главное на обзоры, потому что я делал на все вот эти вот ТВ-боксы обзоры, лежат в описании под видео, как и промокоды. Например, для Технозона промокод Технозон дает 10% скидки, а здесь уже там есть промокоды для Алиэкспресса, вы тоже их всегда можете актуально найти в нашем Shop Express портале. Но ТВ-бокс прикольный, Logic S905X4, после последнего обновления на G2 реализован 8-битный HDR, очень хорошо подходит для слабых телевизоров, вернее для телевизоров со слабым HDR, где реализуется именно HDR 8 бит, где нет вот этого бандинга, да, там вот этих вот переходов, он знает, как с ним работать и нормально работает. В принципе, такая по себе конверсия полноценного HDR для тусклых телевизоров. И там это выглядит более-менее нормально. 1000 мегабитный LAN, 4К тягает на ура и достаточно стабильный, один из стабильных классных ТВ-боксов, на который очень большое количество хороших отзывов. При том, что здесь оперативной памяти уже 4 гигабайта DDR4, и этого вообще хватает за глаза для сертифицированного ТВ-бокса. А еще есть здесь главное преимущество, это Android TV, а не Google TV, советую посмотреть мой обзорчик. Но он один из моих любимцев, который я использую постоянно, и вот это ТВ-бокс моего рабочего стола. У него неплохой дизайн, да, он такой есть. Hamatix. Да, Hamatix есть такая штука. Это тот же самый клон Rocktech G2, одна и та же самая платформа Sai Robotics. И, в принципе, он есть на Алиэкспрессе. Примерно по той же самой цене, но он белый. Извините меня, немногие хотят смотреть на розово-белое чудо, которое стоит перед вашим телевизором. Да и пульт у него немного куцый, укороченный, потому что на Rocktech пульт даже с цифровыми кнопками классно для IPTV. Это конгломерат Logic S905X4. Вы спросите, а что, в X4 больше ничего нет? Есть Микулка M2 Plus. Тот же самый, он на полноценном Logic S905X4, но давайте так, формула памяти 2/16, цена в $102 почти. Ничего нормального по прошивке не реализовали, обновления нормального нет. В начале, когда его выпустили в этот плюс, там было очень неплохо реализован был даже Dolby Vision, и потом его убрали, потому что не предусмотрено было в сертификации для этого ТВ-бокса Dolby Vision. Но приставка, хотя и не реализована на все 100%, она работает, цена относительно нормальная и в принципе можно брать. Но, я вам скажу, лучше накопить денег и взять Rocktech. Вот серьезно вам говорю. Вот, ну знаете, если уже брать из чего-то, это как взять Жигули и Запорожец, да, там две машины, а лучше, конечно же, Жигули. Хотя сравнение, конечно, дебильное, ну ладно. Следующий конгломерат это у нас Realtek 1325, и здесь у нас представлено достаточно много сертифицированных устройств. Вот они, смотрите, 3 устройства. Это Rocktech GX1, у нас Rocktech GT1, либо Nexon X12, это один и тот же ТВ-бокс для разных рынков, и Rocktech GB1. По Rocktech GX1 это один из тоже моих любимых ТВ-боксов с Dolby Vision на Realtek процессоре, у которого изначально картинка просто-напросто шикарна. У него есть фишки искусственного интеллекта, AI-SR, AI-PQ, они улучшают битрейтность видео, и при том, что сам по себе ТВ-бокс является интересным решением для старых телевизоров вообще без HDR и Dolby Vision, потому что именно ТВ-боксы с Dolby Vision на Realtek им умеют конвертировать Dolby Vision для SDR. Вот это прям технология, то есть вы можете смотреть чистый Dolby Vision контент на SDR телевизоре в классном качестве. Это только вот Realtek это могут делать Zidu на Realtek 1619 и вот эти вот ТВ-боксы на 1325, но сертификаты. Смотрите, дело в том, что, например, тот же самый Nexon X12, либо Rocktech GT1 на Realtek 1325, он не может этого делать. Да, у него есть AI-SR, да, у него классная картинка и есть HDR 10+, но конкретно работать с конверсией Dolby Vision умеет Rocktech GB1 и Rocktech GX1.
Вот так вот. Смотрите, формула памяти 4 на 32. Охренительная формула памяти. 100 мегабитный LAN, но Wi-Fi тулит под 400 мегабит. Да, есть детские болячки мелкие, с которыми уже все научились жить и бороться. И в целом ТВ-бокс прям топ. За его цену на Алиэкспрессе он сейчас стоит где-то $109. У нас в Украине он стоит на Technozone.com.ua с официальной гарантией двухгодичной. Он стоит 5490 гривен и минус промокод Technozone. Еще и в подарок вы получите 6 месяцев максимального Nexa на подписке телевизионного сервиса и Свит ТВ L на 6 месяцев. Поэтому это очень-очень выгодное предложение. По Rocktec GT1 либо Nexon X12 здесь все намного проще. Это формула 2 на 32, как у стандартного сертификата. HDR10+, классно подходит для телевизоров без Dolby Vision, в частности для Samsung, где HDR10+ представлен. Конечно же, у них у всех есть AV1 кодек, и еще эти ТВ-боксы отличаются тем, что у них, выгодно отличаются, тем, что у них есть VRR QMS. То есть это значит, что если ваш телевизор поддерживает VRR, плавное переключение кадров, вернее частоты кадров без вот этого погружения в черное, то эти ТВ-боксы это могут. Ну и GB1, это фактически ТВ-бокс в формате стика без USB, но он тоже имеет конверсию Dolby Vision и плюс имеет Dolby Vision, Dolby Atmos, и после последнего обновления он очень неплох. А еще у Realtek процессоров есть классное преимущество, это проброс Dolby Atmos через Dolby True HD звук. Если вы меломаны, у вас есть ресивер, вы поймете, о чем я говорю, это прям вот топовая фишка. Поэтому мои рекомендации есть. Следующий конгломерат Amlogic S905Y4 процессоры. И здесь этих ТВ-боксов, действительно много. И данные ТВ-боксы, они являются энергоэффективными, одними из самыми стабильными, по крайней мере, некоторые из них. Они действительно получились. Был такой ТВ-бокс Nexon X10. Он просто был в топах продаж. А это тот же самый ТВ-бокс, как Kikpi KP1, вот такой вот Hamatix Airbox Airlight 4K. И их большая прелесть, знаете в чем? Они на Android TV, это во-первых. Во-вторых, у них действительно холодный, энергоэффективный Amlogic S905Y4, который тягает и AV1 кодек, и он просто работает. YouTube 4K 60 FPS, хороший Wi-Fi, LAN-порт 100 мегабит, поддержка Netflix. Кстати, у всех этих сертификатов есть поддержка Netflix, кроме у парочки, которых я сейчас расскажу. Но это чистый Android TV, и это прям вот топ. Ты когда берешь вот такой TV-бокс, ты просто когда хочешь смотреть и не вникать в том, что работает, не работает, ты его поставил и забыл. Эти ТВ-боксы действительно классные, при том, что цена на них держится более-менее нормальная на фоне того, что там происходит, допустим, в мире, да, при том, что, допустим, Hamatix Box Airlight 4K, это вообще был бестселлер, его на Алиэкспрессе уже нет, а у нас он есть еще и в черном цвете. На секундочку, в черном цвете. Это стабильный, классный ТВ-бокс. У этих ТВ-боксов есть автофреймрейт, есть переключение инфракрасной опции. Кстати, практически у всех здесь сертификатов есть управление инфракрасной опцией вашего телевизора дополнительного. И это в этих ТВ-боксах то же самое есть. Хорошо работающий Wi-Fi 5 ГГц — это самые непроблемные ТВ-боксы. Вот знаете, когда меня спрашивают, какой ТВ-бокс взять там для старого телевизора, либо просто вот чтобы сделать смарт, либо для Samsung, Kikpi, берите Hamat. Все. Это закрывает половину ваших базовых потребностей. Есть денег немножко больше, возьмите, допустим, тот же самый Nexon X12. Сюда в этот конгломерат процессоров входит еще два ТВ-бокса, классных действительно ТВ-боксов, и они прям выгодно отличаются по цене. Есть TV-Stick Decolor GD1, тоже на Amlogic S905Y4 с формулой памяти 2 на 16. Да, забыл вам сказать. Дело в том, что по вот этому Rocktec GB1 он сейчас с формулой памяти идет 2 на 32. Когда его презентовали, он был 2 на 16. А сейчас он 2 на 32. Это немаловажный аспект, он прям стал намного лучше работать. Так, вернемся к нашим деколорам. Это практически два брата-близнеца, но вот чтобы вы понимали, опять же, стабильные, но, допустим, GD2 на Google TV. Такой же, как Kikpi, но кому-то Google TV нравится, кому-то Android TV нравится. Я вам скажу, мне уже, откровенно говоря, без разницы. Они настолько стали похожи, что просто-напросто люди уже начинают путаться. Но я вам скажу, какое есть преимущество у Google TV. У Google TV есть преимущество Only Apps. То есть это только приложение, когда ты входишь, и облегченный интерфейс самого Google TV становится просто у вас плиточки приложений, и работает он очень быстро, классно и качественно. Действительно, хорошие ТВ-боксы. Советую. Та же самая формула памяти 2 на 32, тот же самый Amlogic S905Y4, хорошо работающий Wi-Fi.
4К тягает, что еще надо? Дальше у нас в этом конгломерате есть Micool KM7 Plus, который ничем примечательным не отличается, то есть фактически тот же самый 2 на 16, 100 мегабитный LAN, абсолютно ничего интересного. Почему? Потому что он еще на Android 11 и его нафиг не обновляет Micool. Хотя он имеет право на жизнь, стоит он, кстати, дороже, чем тот же самый GD1, GD2, допустим, ну, GD2, GD1, чем тот же самый Kikpi, либо Hamad. То есть, ну, извините меня, за древний Micool платить немножко больше денег я не вижу смысла. Поэтому я его, конечно, сюда вставил, но вы должны понимать, что я не совсем его готов рекомендовать, хотя HDR10 Plus он поддерживает. Ну и сюда же у нас идет KM7 SE, цена вроде бы норм 63,59, 63 бакса. У него нет Netflix поддержки, есть AV1 кодек. Кстати, у всех здесь ТВ-боксов есть AV1 кодек, чтобы вы понимали сразу. То же самое 2 на 32, но опять же Android 11 и обновлять его, ну, навряд ли кто-то будет. К тому же он на Google TV даже еще, по-моему, я уже не помню, настолько давно его держал в руках. У него единственное, пульт мне нравится, вот этот вот, он с обучаемыми инфракрасными кнопками, у сертификатов это достаточно большая редкость. Да, Google TV, ну такое себе. Он стабилен, но чтобы там сильно я его рекомендовал, тоже не могу сказать. И на последнем месте у нас, конечно же, звездочка. Это Google Streamer 4K. Очень хорошо, стабильно работает. Классный процессор МТК. Но за 106 баксов, извините меня, ребята, могли хотя бы USB-шку сюда всунуть. USB у него нет, хотя есть 1000 мегабитный LAN. Есть процессор МТК с неплохим изображением. Но опять же, за 106 баксов не иметь даже элементарных каких-то ASR функций. Да, иметь, допустим, те же самые там Dolby Vision, поддержку Netflix, это хорошо. И якобы родной ТВ-бокс Google Streamer. Хотя я вам скажу так. Тот же самый Rocktech G2, чуть дороже, с портами с USB 3, да, там, кстати, единственный сертификат у нас, у которого есть USB 3.0. Вот именно у G2. У других нету. Именно у G2 подобных. Но при этом я Google Streamer 4K категорически советую. Хороший ТВ-бокс, именно тоже стабильно работающий. Но опять же, для того, чтобы намудрить вам USB, вам придется использовать какие-либо переходники. Ну а в целом я свое слово сказал. Ссылки вам в описании закинул. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.